Всем привет! Меня зовут Ира, и я рисую акварелью. Сегодня в программе Inktober, день 16, гранж. Прежде чем начать, я должна оправдаться. Изначально, когда я впервые ознакомилась со списком официального Инктобера, тема 16-го дня мне приглянулась сразу же. Я старательно сделала набросок карандашом, записала процесс на видео, но на этапе заливки фона я напортачила и испортила рисунок целиком, так как краска некрасиво растеклась и размазалась по всему листу. Конечно, это расстроило меня, но идея именно этой иллюстрации мне так понравилась, что я решила попробовать снова. Я полностью перерисовала ее и записала процесс в сегодняшнем видео, однако фон оставила нетронутым, чтобы не отвлекать внимание от самого персонажа на листе. В моменте, когда я уже начала монтировать видео, я вдруг узнаю, что в русскоязычном сегменте задание 16-го дня перевели как «шершавый», «шероховатый», что, естественно, застало меня врасплох, и я подумала, что перевела задание неверно, и мое видение абсолютно не подходит под заданную тему. Конечно же, мне было жаль, что я проделала одну и ту же бесполезную работу дважды. В срочном порядке я начала выдумывать что-то новое, рисовать и записывать процесс. Я не укладывалась ни в какие сроки, но это было и не важно. Когда дело дошло до монтажа, я чекнула результаты темы в официальном аккаунте Инктобера, и каково же было мое удивление, когда я увидела гранж, именно то, каким образом интерпретировала задание впервые. Я приняла решение пожертвовать иллюстрацией по теме шершавый и все-таки смонтировать и опубликовать именно то, что вы видите сегодня. Приятного просмотра! Как истинный миллениал, конечно же, я прошла через гранж-эру лично и искренне ее любила, и даже люблю до сих пор, наверное. Мне кажется, ни один миллениал не может отказаться от нее до конца, даже будучи взрослым. Поэтому сегодня мне захотелось изобразить ведьмочку в этом стиле. Не уверена в позе самой девушки, не уверена в складках на футболке, но передать идею мне хотелось больше, чем нарисовать что-то, что я умею и практикую чаще всего. Поэтому, на мой взгляд, вышло довольно мультяшно. Разве нет? Благодаря атрибутам, таким как шляпа и метла, мы можем точно убедиться в том, что перед нами действительно настоящая ведьма, однако в остальном я захотела пофантазировать на тему стиля гранж. Самым большим украшением ведьмы, на мой взгляд, является ее клетчатая юбка. Во-первых, мне нравятся вещи в клетку, почти в любую. Во-вторых, с помощью белой гуаши я хотела создать эффект рваного джинсового края, но в какой-то момент так увлеклась, что теперь это выглядит скорее как какая-то перьевая кайма. Возможно, это уже не гранж, но образ это не испортило, поэтому я снисходительна к этой детали. Я все еще использую сажу газовую от белых ночей, и на удивление расход краски на одну иллюстрацию размером 14 на 14 сантиметров, сегодня 14 на 28, оказывается таким большим. Потому что мне всегда казалось, что моя акварель в целом расходуется минимально, и я довольно редко обновляю свою палитру, то есть выдавливаю краску заново в кювету. Но я очень сильно удивилась, когда за одну иллюстрацию у меня в ноль расходуется довольно крупная горошина сажи газовой. Я-то думала, что у меня после каждой иллюстрации будет оставаться краска. Знаете, как это обычно бывает, она засыхает, ты ее размачиваешь водой и используешь повторно. Но, как оказалось, не остается буквально ничего, и тюбик после 4 иллюстраций уже заметно похудел.
качестве яркого акцента для этой иллюстрации я использовала зеленую светлую гуашь от Шинхан в ленте и на шляпе, сережке в ухе и даже в бирке на ботинке. Мне категорично не нравится этот зеленый, и дело, наверное, даже не в том, что он выглядит неестественно, а в том, что цвет с холодным подтоном, а моя рука постоянно тянется к теплым оттенкам. И да, я использовала гуашь, несмотря на то, что у меня есть похожий оттенок в акварели, просто для того, чтобы плотным слоем прорисовать сережку поверх ручки. И вот, результат 16-й темы. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!